Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я рассказывала о печати одиночества, о печати разрушения. В принципе, очень много различных вариантов, которые приводят к одиночеству. Проклятие рода, отцовское проклятие, проклятие матери. Много иных причин, которые закрывают человеку дорогу к браку. Не получается у него семейная жизнь. И причем печать одиночества может быть даже у замужних женщин. То есть они создают семью, но удовлетворения не получают в этой семье. Они несчастливы. И рано или поздно эта семья распадается, и снова в поиске, снова одиночество. Одним словом, закрыты их дороги к браку. Способов снять одиночество различные, но малодейственные. Очень редко можно встретить мастеров, которые дают, скажем так, сильные действенные работы, помогающие преодолеть одиночество. Хочу вам сказать, что, как правило, если это не связано с чисткой определенных вообще проклятий, порчи, наведенных вещей, то за одиночество не положено называть цену. Есть работы, которые четко, ясно должны иметь определенную, скажем так, плату. Есть работы, которые оплачиваются после как это получается, потому что есть вещи, которые, очень долго и очень нелегко даются практикующему человеку. И получается 50/50. Поэтому, в этом случае, например, может быть, еще время не пришло, еще не встретился нужный человек, не дают силы. Вот сколько хочешь, ты делай. Вот не дается, и все. Поэтому принято плату брать за снятие одиночества после того, как человек встретит свою вторую половинку и 100% решит, что это тот самый человек. Нужно откупаться. Откупаться, если вы не хотите через некоторое время этого человека снова потерять. Здесь дело не в ведьме, здесь дело в том, что силы просто так не работают. Она вас простит, но сила, которая сделала для вас эту работу, та сила вас не отпустит просто так. Поэтому в этой работе, почему я это объясняю, потому что это тот ритуал, который нужно провести совместно с ведьмой. Есть такие ритуалы, и я давала такие ритуалы. Вот этот ритуал один из тех. Прежде чем человеку провести этот ритуал, ведьма должна попросить эти силы, провести определенный ритуал, снять основное вот это вот препятствие. После человек довершает, совершая сам этот ритуал, и открывается дорога к браку. Работает очень хорошо и быстро. Но еще раз говорю, только совместно. Сами сделаете, может получиться, но через некоторое время опять расстанетесь. Если вам охота подвергать себя такой боли, то, конечно, делайте, потому что я не могу каждому человеку, знаете, каждого сажать и объяснять. Я говорю один раз. Если человек не понимает, если человеку кажется, что можно надеяться на русский авось пронесет, авось получится, авось это не совсем так, а вдруг меня не накажут, то, пожалуйста, без проблем. Проведите, но пеняйте на себя. Потом не плачьте, что вот я думала, может быть, я думала, может, получится, я вот так подумала и так далее. Это уже ваши проблемы. Я вам говорю со всей честностью и откровенностью. Проводить такие ритуалы без дозволения и без помощи ведьм нельзя. Она должна попросить за вас, чтобы вам помогли эти силы, чтобы они не препятствовали, чтобы они потом не наказали за то, что вы полезли просто так, без разрешения делать ритуал. Если
вы идете в дом к чужим людям, да, вы идете по рекомендации. Вот, здравствуйте, мне вот отправили, такой-то человек сказал, что вы можете мне там чем-то помочь и так далее. То есть вы идете через знакомого этих людей. Если вы просто так откроете дверь и зайдете, вам по башке дадут, потому что вы не вправе заходить в чужое помещение. То же самое магия. Если вы хотите обратиться к подобным силам, а здесь демонические силы называются, то вы должны изначально ставить их в известность через эту ведьму. Итак, что нужно делать? Здесь фигурирует 12 демонов, которые призываются. Они во многих ритуалах фигурируют, и в средние века, и в латинских ритуалах, и даже в восточных ритуалах. Значит, эти демоны известные, скажем, еще с тех времен, как помощники ведьмы. Следующий момент. Такой вариант работы существует. То есть это очень старинный метод снятия. Но я хочу вам сказать, что просто так вот действовать по этому методу маловероятно, что поможет. Нужно еще закрепляющий заговор и ритуал ко всему этому. Сильных найти очень тяжело, этих ритуалов, честно говоря. И поэтому у меня есть свой вариант этого старинного обряда снятия одиночества, который срабатывает намного быстрее. Если соединить этот древний обряд с моим ритуалом, с работой и еще добавить изначальную работу ведьмы, то получается прекрасный результат. По крайней мере, после такой работы люди за 1,5 года выходили замуж. Встречали свою половинку гораздо раньше, может, за полгода, за 3 месяца, ну, по-разному. У всех по-разному. Но создавали семью за 1-1,5, как правило. Итак, вам нужно купить курицу или петуха. Если вы женщина, естественно, курицу. Если вы мужчина, то петуха. Купить мужской день и женский, не брать сдачу. Ну, поезжайте там в село, поезжайте на рынок, поезжайте там на птичий рынок, где-то найдите, где можно купить эту курицу. Можете заказать на дом, сейчас в городах это делают. Еще и отдать курьеру и не брать сдачи. Если вы женщина, то в женские дни, среда, пятница. Если вы мужчина, то в мужские дни, то есть дни, когда название заканчивается не с буквой А, да? Понедельник, вторник. Да, женский день еще и суббота. Понедельник, вторник, воскресенье, четверг. Мужские дни. Желательно, чтобы это не были все-таки воскресенье и суббота. Ну, вот эти дни, они немножко так обремененные энергетически. Постарайтесь эти дни не затрагивать. Взяли курицу, любой цвет, любой возраст, не имеет никакого значения. Ну, желательно, чтобы не цыпленок был, а курица. Подготовьте алтарь, черную ткань, купите новый платок красный. Пусть он будет не пестрый. Если нет красного платка, возьмите красную материю, разрежьте, как в виде платка, там, 4-угольника, как платок, в общем, сделайте. Ну, желательно, чтобы это был платок, даже шаль красивая. Абсолютно новая должна быть. 12 свечей, ну, подсвечники возьмите 12. Хотите закончить одиночество, сделайте как надо. Опять, если вы женщина в женский день, если вы мужчина в мужской день, не успейте в этот день, переждите. Эту курицу где-нибудь закройте в ванной, я не знаю, где там удобно его держать. Ну, лучше, конечно, подготовить все, потом купить эту курицу в ту же ночь, это сделать. Переход, если это переход на мужской день, не страшно. То есть вы купили в женский день и делайте эту ночь, неважно, следующий день какой. 12 свечей, черный алтарь. Алтарь, дорогие друзья, когда я говорю, люди, а где купить алтарь? Алтарь – это стол, где ты делаешь ритуалы. Вот
где ты ритуалы проводишь, это и есть твой алтарь, место силы. Ткань черная, 12 свечей. Надо будет эту курицу положить на алтарь, поэтому вы должны связать этой курице ноги и клюв, чтобы она не кричала. Положить посреди алтаря, зажечь эти свечи, накинуть сверху красный платок, взять красную свечу отдельно, воск, водить по голове своей против часовой стрелки. Ну вот по кругу. Читать 12 раз, после чего взять 12 монет, подготовленных заранее, красное вино, эту курицу вывести на улицу. Поезжайте с подругой, с другом, с мамой, с кем хотите. Прямо эту ночь вы должны уйти подальше от дома, отпустить эту курицу. Ну, естественно, развязать ноги, клюв, отпустить. Там же вылить это вино, поставить бутыль, положить монеты, отвернуться и уйти домой, уехать домой. Но вы должны это делать в течение одной ночи. То есть вот, да, зажгли эти свечи, подождите, пока свечи догорят. Ну, там недолго особо они горят, минут 20. Эти огарки тоже выносите вместе с этой курицей. Сложно, да, а ничего просто так и не дается. Духи на самом деле дают помощь тому человеку, который старается, который не жалеет себя, которому недостаточно легко и просто все получать. Он готов на некоторые неудобства. Если честно, я не вижу особой сложности в этом. Потому что можно просто выйти в 12 ночи, сесть в машину подруги или вызвать такси, договорившись, что вот в одном месте надо будет остановить и выпустить эту курицу. Не объяснять, зачем, почему, и вернуться обратно. Одним словом, решайте сами. Хотите избавиться от одиночества, сможете это сделать. Итак, красный платок, черный алтарь, 12 свечей по кругу, курица посредине. Завязать, то есть связать, клюв и ноги, чтобы она вообще не пикала. До того момента, пока вы не вынесете там, чтобы отпустить, нельзя открывать клюв. Читать 12 раз, крутить красной восковой свечой над своей головой. После чего вывести эту курицу, развязать, отпустить, оставить откуп с огарками свечей, с красным вином и 12 монетами, отвернуться и вернуться домой. За очень ближайшее время вы встретите человека. Это уже просто проверено много раз, поэтому и говорю. Итак, да, не забудьте, первую часть должна провести ведьма. Она должна вам дать добро и разрешение. Иначе у вас ничего не получится. Увидели какое-то движение? Ну ладно, бывает. Итак. 12 свечей зажгу, 12 лампад жизни, 12 кругов судьбы очерчу. В 12 час ночи 12 демонов призову. Придите в эту ночь, чтобы мне помочь, одиночество снять, безбрачие забрать, открыть дорогу к венцу, к супружескому ложу. Придите сюда, сойдите на алтарь. Анаэль, Габриэль, Сабул, Черет, Хат, Аванабиль, Саидис, Лукабис, Каин, Табасис, Берген, Фатаха. Прикажите этой птице не кричать, с меня одиночество забрать. Как этой птице не кричать, так и снимется с меня одиночество печать. Птицу духом отдаю, птицей путь к браку открываю. Птице не кричать, с меня снять одиночество печать. Да будет так истинно. Свечи догорели, взяли вино, 12 монет, курицу, платок. Вышли на улицу. Там или поехали подальше от дома. Развязали ноги, клюв птицы, отпустили, вслед говорите:
птица, беги, одиночество мое забери, открой дорогу к браку. Открывайте вино или заранее пусть будет открыто. Вылили на землю, поставили бутыль рядом. 12 монет, огарки свечей, отвернулись и ушли. Красную свечу оставьте на ветке дерева. Это призыв к миру духов. Потому что дерево – это проводник в мир духов. На деревьях обитают духи. Деревья – это как посредники между людьми и мирами духов. Именно поэтому от деревьев люди получают силу, энергию. Именно поэтому сажают деревья. Деревья, они не только плодоносят, они еще охраняют дом. Поэтому очень часто определенные ритуалы связаны с деревьями. Там, например, у кавказских народов завязать красный платок в определенные праздники к дереву. Никогда не видели такое? Почему это делается? Это как послание в мир духов. То есть напомнить о себе и попросить, поскольку духи обитают на деревьях. И они передадут в этот мир духов, да, твое желание и исполнят. Всем удачи!